Компьютер тоже является инструментом. Есть ли у него основные признаки инструмента, то есть предмет обработки и результат обработки? Вот перед нами стоит компьютер, и мы не видим никакого осязаемого предмета ни на входе, ни на выходе. Поэтому возникает вопрос, что является предметом обработки компьютера? Если предметом для ножа является хлеб, результатом является нарезанный хлеб. Если предметом для лопаты является земля, результатом будет вскопанная земля. Как специалист я утверждаю, что предметом обработки компьютера является информация, а результатом работы компьютера является обработанная информация. Я использовала слово «информация», и мне нужно объяснить в моем сообщении, что такое информация. Рассмотрим еще раз схему взаимодействия человека и реального мира. Мы уже наблюдали, что со стороны человека взаимодействие может быть описано тремя действиями – взять, использовать и отдать. Реальный мир является второй частью в конструкции из взаимодействующих объектов. Когда человек что-то берет у мира, мир в этот самый момент отдает человеку желаемое. Когда человек использует взятое у мира, мир позволяет человеку это использовать. А когда человек отдает миру обработанный или использованный предмет, мир его принимает. Во взаимодействии реального мира и человека можно выделить и другую форму взаимодействия, кроме обмена реальными материальными объектами. Мир воздействует на человека, а человек ощущает это воздействие при помощи своих органов чувств. Известно, что у человека есть 6 органов чувств. Это зрение, слух, осязание, обоняние, ощущение вкуса и ощущение баланса. Сейчас людям известно, что не все воздействия мира тело человека ощущает. Например, тело не ощущает радиацию или электромагнитные излучения. С другой стороны, есть такие воздействия, которые тело ощущает, но человек их игнорирует. Например, воздействие алкоголя. Итак, реальный мир воздействует на человека, а человек ощущает это воздействие. Органы чувств человека можно назвать инструментами, которые регистрируют ощущения. Результатами ощущений являются образы ощущений. Из этих образов в теле человека формируется модель реального мира, которую можно назвать миром виртуальным. Образы ощущений человек хранит всем своим телом. Большая часть образов ощущений хранится в памяти. Память хранит и зрительные образы, и звуковые, и тактильные, и вкусовые, и ощущения обоняния, и ощущения баланса. Человек так устроен от природы, что он может обращаться к своим воспоминаниям, увидеть внутренним зрением однажды увиденное, услышать внутренним слухом когда-то услышанное, вспоминать запахи, вкус, боль, холод и тепло, состояние баланса и другие ощущения. Человек умеет также сравнивать те состояния, которые хранятся в его памяти, с вновь поступившими из реального мира образами. Кроме того, человек умеет изменять образы, которые записаны в его памяти. Например, он может представить стены в реальности белые, окрашенными в другой цвет. Он может представить неподвижный автомобиль в состоянии движения. То есть человек изменяет образы реального мира в своем сознании и получает другие образы. Виртуальный мир, который существует в теле человека, может после такой обработки не совпадать с реальным миром. Вот эти образы реального мира или модели реального мира в теле человека называются словом «информация».